Здравствуйте. Мы с вами продолжаем занятия психологии. У нас сейчас с вами на повестке дня возрастно-психологический блок. И в продолжение тех тем, которыми мы с вами занимались в предыдущие уроки, тем, связанных с генотип-средовыми взаимодействиями, давайте с вами сейчас разберем относительно современную, относительно недавно сформулированную теорию привязанности, которая также имеет очень близкое отношение к вот этим проблемам генотипа средового взаимодействия и к проблемам, связанным с сензитивным периодом развития, только с той разницей, что речь идет не о познавательном развитии и сензитивных периодах, связанных с познавательным развитием, интеллектуальным развитием, а речь идет о развитии в социально-эмоциональной сфере. В данном случае это то, что получило название привязанности. В какой-то степени это имеет отношение к любви, да? Но все-таки в науке нельзя разрабатывать теорию любви. У нас с вами есть такая разработка, которая получила название теория привязанности. В целом эта теория, в общем-то, развивалась отталкиваясь от идей психодинамического подхода, от идей психоанализа. И, в общем-то, речь здесь идет о том, что необходимо, важно и нужно понять, каким же образом развивается человек в социально-эмоциональном плане, каким образом развивается вообще система социальных и эмоциональных отношений личности с другими личностями. И здесь, как это может быть не парадоксально, сыграло огромную роль то, что мы с вами уже обсуждали, да, сыграли огромную роль исследования сензитивного периода в биологии. Давайте попробуем изложить этот вопрос по порядку. Речь идет о двух психологах. Это Джон Болби, английский психолог, и Мэри Эйнсворт, которая, так сказать, начинала свой научный путь в Канаде. Впоследствии она также переместилась в Англию. И, в общем-то, та теория, которую они сформулировали, теория привязанности, она, в общем-то, стремилась к ответу на вопрос о том, каким образом формируется привязанность, эмоциональная привязанность между матерью и ребенком, и вообще между ухаживающими взрослыми и маленьким ребенком, начиная с самого раннего младенчества, и какую роль это играет в дальнейшем, да, то есть какую роль играет эта привязанность в дальнейшей жизни человека. От чего отталкивалась эта теория? В классическом психоанализе была такая, своя рабочая концепция привязанности, которая связана была с тем, что ребенок привязывается к мамочке и эмоционально, так сказать, связан с мамой в связи с тем, что мама удовлетворяет его основные физиологические потребности. То есть это потребность в питании, это потребность в уходе. И, в общем-то, это как раз является причиной этой эмоциональной привязанности младенца к матери. В течение Второй мировой войны, в общем-то, были получены данные, которые в значительной степени противоречили этой концепции. И, в частности, здесь очень большую роль сыграл как раз Джон Болби и некоторые другие ученые. Надо сказать, что Джон Болби получил медицинское образование и психоаналитическое образование, то есть он был в курсе, да, всех тех разработок, да, всех тех идей, которые развивались в психодинамическом подходе, о котором мы с вами говорили в первом нашем, так сказать, разделе, да, связанном с практикоориентированными подходами к человеческой личности, к оказанию психологической помощи человеку. И
Джон Болби, в общем-то, был человеком очень высокоинтеллектуально одаренным. Это как раз один из немногих случаев, когда интеллектуальный вундеркинд, в общем-то, превратился в выдающегося ученого. Это бывает не так часто, и, в общем-то, это вот один из таких примеров. И он очень, так сказать, широко интересовался развитием науки своего времени. И для него были очень значимы те исследования, которые опубликовали некоторые немецкие ученые, немецкие врачи. В частности, такой немецкий врач, как Шпиц или Спиц, в общем-то, по-разному эта фамилия пишется, из буквы Ш, из буквы С. И этот ученый, он описал так называемый синдром госпитализма. Дело в том, что в течение Второй мировой войны было очень много маленьких детей-сирот, маленьких детей, которые как бы попадали в такие учреждения госпитального типа и интернатного типа, поскольку семьи оказывались, если они и были, да, если люди взрослые, так сказать, в этой семье не были просто убиты или тяжело ранены, в общем-то, дети могли оказаться в таком учреждении в связи с тем, что вот эта их семья не имела возможности за ними ухаживать. И за этими детьми ухаживали таким образом, по такому, так сказать, графику, так сказать, режиму, который как раз был обусловлен теми представлениями о гигиене, о, так сказать, правильном уходе за ребенком, о том, как вообще, так сказать, формируется социально-эмоциональная сфера, согласно, скажем, учению психоанализа. И уход за этими детьми выглядел примерно следующим образом. Детки маленькие, так сказать, да, на таком, так сказать, младенческом периоде, да, в периоде грудного вскармливания, поскольку, в общем-то, такого количества кормилец найти было невозможно, они вскармливались искусственно при помощи бутылочек. И они, так сказать, лежали в достаточно больших таких палатках, в кроватках, смотрели в потолок. Они были гигиенически замечательно, так сказать, обслужены, все было чисто, аккуратно, питание было полноценное по составу. Обслуживающий персонал раздавал им эти бутылочки, так сказать, когда они насыщались, эти бутылочки забирались, их выносили, так сказать, организованным образом на свежий воздух. То есть гигиенические условия были соблюдены, и возник в результате наблюдения за развитием этих детей был зафиксирован парадокс. Он заключался в том, что эти дети, которые, казалось бы, получали нормальное полноценное питание, хороший гигиенический уход, был правильный медицински выверенный режим ухода за этими детьми, оказалось, что они отстают в физическом развитии, в психическом развитии, и между них в этой категории детей, воспитавшихся в таких госпитальных условиях, повышенная заболеваемость и повышенная смертность. Вот парадокс. Да? И это, так сказать, у них показатели хуже, чем показатели детей, которые, может быть, не доедают, не допивают, не в столь хороших гигиенических условиях, но зато воспитываются в семьях. И этот парадокс, он получил название синдром госпитализма, его описал Шпиц или Спиц. И для Джона Болби это как раз было очень важным сигналом. Этот синдром, он был описан в 1945 году. Джон Болби как раз в это время, также будучи врачом и психологом, и психотерапевтом, он по долгу своей службы, в общем-то, инспектировал учреждения интернатного типа, которых тоже было достаточно много в Англии, по тем же причинам, так сказать, связанным с Второй мировой войной. И, в общем-то, он своим наблюдательным глазом увидел, что дети, которые воспитываются в этих условиях такого интернатного учреждения, казалось бы, там питание обеспечено, уход обеспечен, крыша над головой есть, все, так сказать, хорошо и комфортно, но они также развиваются как-то странно. Причем Болби наблюдал и прослеживал их развитие, и оказывалось, что эти дети, скажем, вырастая, взрослея,
они имеют существенные трудности, скажем, в создании своей семьи, в установлении глубоких межличностных отношений. И, безусловно, вот это было для него, как для психотерапевта, очень тревожным сигналом. Кроме того, работая как психотерапевт, Джон Болби, в общем-то, анализировал те данные, которые он получал, так сказать, вот те сведения, да, о своих пациентах, о своих клиентах, которые он получал, и, в общем-то, вывел некоторую такую закономерность, что если у человека на первом году жизни вот возникает либо длительная разлука с матерью, либо мама просто куда-то исчезает, может быть, она погибла, может быть, она была убита, да, может быть, вот это событие было, может быть, она просто бросила этого, так сказать, маленького человечка в младенческом и раннем возрасте, да, то в этом случае усиливается тенденция уже во взрослости к тому, чтобы этот человек испытывал довольно серьезные депрессивные расстройства, да, какие-то серьезные депрессивные эпизоды. В общем-то, Болби начал складывать из этого какую-то целостную концепцию для себя и пришел к выводу о том, что вот та теория привязанности, которую как бы вот так по ходу дела, так сказать, да, сформулировали классики психоанализа, а именно вот в шутку эта теория, она была названа теорией корыстной любви, то есть ребенок привязывается к матери поскольку она обеспечивает, она удовлетворяет основные его физиологические потребности, прежде всего в кормлении, ну и, так сказать, вот во всех аспектах гигиенического ухода. Болби почувствовал, что очень важным является то, чтобы ребенок испытывал вот эти вот глубокие, эмоционально насыщенные отношения, личные отношения, личностно окрашенные отношения с взрослым человеком, что вот это является очень важным, что вот именно этого не хватало тем младенцам, на которых был описан синдром госпитализма, когда они, так сказать, лежали в хороших гигиенических условиях, хорошо покормленные, так сказать, по всем правилам наличия питательных веществ там, в рационе ребенка, так сказать, по всем правилам гигиены, им не хватало вот этого эмоционально насыщенного отношения со взрослым, потому что к ним, так сказать, применялся такой несколько формальный уход. Вот, так сказать, бутылочки, так сказать, раздали, бутылочки собрали, вынесли, так сказать, на свежий воздух, занесли там обратно, там, искупали, там, запеленали и так далее. То есть вот именно этого не хватало, да, и именно этого не хватало тем людям, у которых зафиксировал, да, вот эти вот депрессивные явления и увидел, что, так сказать, в их раннем детстве был либо период длительного разлучения с матерью, либо мама их просто бросила, и они, так сказать, вот этот вот объект привязанности, который, так сказать, нащупал Болби, этот объект привязанности утратили. И, в общем-то, именно этого, оказывается, да, не хватало детишкам, которые взрослели в интернатных учреждениях, хотя, в общем-то, они были обеспечены всем необходимым, но им не хватало именно вот этих эмоционально насыщенных личностных отношений со взрослыми. И когда уже Джон Болби, в общем-то, опубликовал основные свои работы уже в 70-е годы, уже после публикации в конце 60-х, в 70-е годы вот этих работ Джона Болби по теории привязанности, первых работ, да, в общем-то, было получено такое подтверждение, когда были смоделированы на, так сказать, вот в экспериментах с обезьянками вот те условия, которые, в общем-то, были вот при описании вот этого синдрома госпитализма. В данном случае это эксперименты супругов Харлоу, которые воспитывали детенышей обезьянок макак-резусов на искусственных мамочках с разными характеристиками. Суть в том, что вот они проверяли, так сказать, вот те результаты воспитания, так сказать, вот условно, да, воспитания с разными условиями, которые, так сказать, будут у взрослых обезьянок. И макаки резуса, они очень удобны в этом отношении в связи с тем, что они быстро взрослеют, очень быстро видны результаты того или иного воспитания.
И что получилось? Значит, вот у них были различные варианты этого эксперимента. Один вариант это вот такая железная мамочка. Это мамочка, как бы, да, сделанная вот из такой проволоки. Значит, у нее такая вот условная вот эта вот голова, так сказать, вот с лицевой частью этой головы. И к этой мамочке, так сказать, сделанной из проволоки, вот у нее туловище из проволоки, приделана вот эта бутылочка с молоком, да, которым как раз кормятся детеныши обезьянки. И вот если посмотреть, что получится, если вот этого детеныша обезьянки, бедолагу, так сказать, вскармливали вот таким образом на этой железной проволочной мамочке, то окажется, что когда он повзрослеет и достигнет уже, так сказать, своей половой зрелости, то у него возникнут явления, которые в какой-то степени можно увидеть у детей, воспитанных в интернатных учреждениях. То есть вот эти вот обезьянки, повзрослев, без вот этого эмоционально насыщенного опыта взаимодействия с мамочкой-обезьянкой, они начинают как бы очень неумело устанавливать свои межличностные обезьяньи отношения. Если у них все-таки какая-то семья возникает, и если вдруг там еще рождаются какие-нибудь маленькие обезьянки, то вот эти обезьянки совершенно не знают, как за ними ухаживать. Они их бьют, они за ними, так сказать, не следят, они могут их бросить. И вот как бы это вот очень яркая такая модель, которая зачастую служит яркой иллюстрацией того, как могут вести себя повзрослевшие дети, воспитанные в интернатных учреждениях вот того типа, который был тогда. Другой вариант эксперимента в вот этом опыте супругов Харлоу, он, так сказать, предполагал, что, значит, имеются как бы вот эти вот две условные мамочки искусственные, да, одна вот эта железная, но кормящая, такая неласковая, а вторая не кормящая, но зато она вот такая вся очень пушистая, мягкая, такая меховая. То есть это вот такой проволочный каркас, обшитый вот мехом. И очень четко было видно по поведению вот этого обезьяньего детеныша, что как только он утолил голод на этой железной неласковой мамочке, он тут же перепрыгивал, перебирался вот на эту меховую, вцеплялся в ее мех, повисал и там, так сказать, вот блаженствовал вот в этом вот каком-то таком тепле, уюте, и вот такой, ну вот как бы хоть и усеченный, но какой-то такой искусственной ласки. Да? Это очень четко показывало то, что вот эта потребность в эмоционально насыщенных отношениях, она есть. Да? Она есть, она биологически заложена. И Джон Болби, уже, так сказать, формулируя, да, вот эту свою теорию, он обратился, опять же, да, к исследованиям сензитивного периода, которые были проведены в середине 20 века, и за который на самом деле в 1973 году тремя учеными, которые в этой области потрудились, была присуждена Нобелевская премия. То есть это очень, так сказать, серьезное такое признание научной значимости этих исследований. А исследования были связаны с тем, и сейчас это, в общем-то, достаточно популярное знание, исследования были связаны с как раз таким явлением, как импринтинг, да, или, так сказать, запечатление, когда, значит, на животных моделях, да, так сказать, это вот исследование в такой научной биологической области, как этология, то есть наука о развитии поведения животных в естественной среде, да, значит, изучались вот эти выводковые птицы, там гуси, утки и, так сказать, другие выводковые птицы, у которых очень четко было вот выявлено наличие вот этого импринтинга и наличие сензитивного периода, связанного с этим импринтингом. Вот если, может быть, у вас нет, так сказать, да, вот в памяти сведения об этих исследованиях, да, то я могу вкратце об этом напомнить. Вот импринтинг – это что? Это явление запечатления родительской фигуры, причем у этого явления запечатления родительской фигуры есть определенный сензитивный период. Вот птенец вылупляется из яйца, какое-то небольшое время после вот этого вылупления начинается сензитивный период, в течение которого, если в, значит, поле зрения этого птенца
появляется какая-то движущаяся фигура. В норме это материнская фигура, так сказать. В норме это вот взрослая утка или взрослая гусыня. И тут как бы возникает вот это запечатление, то есть эта фигура запечатлевается как материнская, и дальше включается инстинкт следования. То есть за этой фигурой, вот за этой мамой уткой, за этой мамой гусыней эти птенцы начинают следовать, желательно очень близко. Это, безусловно, имеет огромное значение для выживания, потому что когда они, так сказать, следуют за вот этой вот взрослой особью, то они действительно как бы оберегаются ею, то есть она проводит их какими-то безопасными путями, значит, поскольку вот опыты преимущественно ставились на водоплавающих птицах, то она, вот эта вот материнская, так сказать, особь, да, препровождает их безопасным, так сказать, путем к воде, учит их, так сказать, как там, так сказать, дальше там питаться и так далее, и так далее. То есть очень важным является вот именно вот это вот включение вот этого инстинкта следования после запечатления материнской фигуры. И вот в этих экспериментах, в которых участвовали несколько ученых, так сказать, независимо друг от друга, это вот очень широко, на самом деле, известный Конрад Лоренц, а также менее, так сказать, популярные фигуры, это Карл фон Фриш и Ника Тенберген. В общем-то, это те ученые, которые исследовали вот эти явления импринтинга, и они показали связь между вот инстинктивными формами поведения, которые являются полностью врожденными, то есть им не надо учить. И, конечно, как бы царство вот этого инстинктивного поведения, это, конечно, мир насекомых. Значит, если взять уже, так сказать, более высокоорганизованных животных, то там возникают вот эти явления импринтинга, когда детеныш как бы привязывается, да, к взрослой особи, и вот эта взрослая особь действительно, она способствует его выживанию, его нормальному взрослению, и там идет дальше, так сказать, процесс вот этого обучения. И вот то, что импринтинг – это явление, связанное с сензитивным периодом, было показано как раз в таких экспериментах, когда либо у недавно вылупившегося птенца ни одна фигура не появлялась в поле зрения вот в течение этого сензитивного периода, тогда этот детеныш ни за кем не следовал. Если вне сензитивного периода, так сказать, вот эта вот материнская фигура появлялась, то он уже не обращал на нее никакого внимания. Понятно, что в дикой природе такой детеныш практически, такой птенец практически обречен. То есть он не следует за взрослой особью. Значит, либо, так сказать, опять же, вот в этих экспериментах, значит, вот в предыдущем эксперименте, да, о котором я говорила, показано, что есть вот этот сензитивный период, что очень важно, чтобы нужный опыт попал в нужное время. Значит, тогда развитие дальше идет нормально. Значит, как раз вот в других экспериментах было показано, что вот эта вот материнская фигура, она по своему внешнему облику никак не запечатлена заранее. То есть она никак не впечатана как бы, да, генетически по своим внешним характеристикам. В частности, вот Конрад Лоренц, который весьма популярен в связи с тем, что написал довольно много популярных книг, значит, вот он запечатлевал вот этих вот гусят на ведро, на мячик, на сапоги, на, так сказать, стоящую фигуру человека. Вот он в своем поместье, в котором он делал вот эти эксперименты, он немножко смущал случайных свидетелей тем, что вот идет Конрад Лоренц, а за ним, так сказать, семенят, как за мамой гусыней, вот эти гусята. И это как раз вот результат этого импринтинга. То есть они начинают воспринимать его как взрослую особь и следуют за ним. То есть включается инстинкт следования. И для Джона Болби, который ознакомился с этими исследованиями, эти эксперименты сыграли огромную роль. Почему? Потому что он понял, что, по-видимому, у человека тоже есть какие-то сензитивные периоды, когда запечатлевается вот эта вот материнская фигура. Дело в том, что вот выводковые птицы – это просто наиболее такая простая модель, да, когда вот явление импринтинга выражено наиболее ярко. Но на самом деле у всевозможных и стадных, и стайных животных, да, и у хищников, да, и у всевозможных этих копытных, да, у них тоже есть вот это вот запечатление и тоже следование детеныша за матерью. И это тоже имеет огромное значение для выживания, для нормального взросления. И, естественно, Джон Болби, он задумался о том, а есть ли вот эти явления
запечатления у человека. И не являются ли они, вот эти запечатления, некоторой такой биологической основой для формирования вот этой вот эмоционально насыщенной привязанности, да, между людьми. И действительно, в общем-то, он предложил некий такой, так сказать, график, да, формирования привязанности так сказать, и с участием, да, вот этого сензитивного периода становления этой привязанности, и предложил некие стадии формирования привязанности, которые выглядят следующим образом. Значит, вот первый самый период формирования привязанности ребенка, младенца, да, к матери или другому ухаживающему взрослому. Этот период он назвал период недифференцированного внимания к человеческому лицу, к взрослому человеку. Этот период характерен для младенца от момента, так сказать, новорожденности до возраста 3-4 месяца примерно. И надо сказать, что вот этот период, он очень хорошо биологически обеспечен. Джон Болби здесь, в частности, привлек те эксперименты, которые были также, так сказать, вот этологами проведены в самом начале 60-х годов. В частности, этим занимался такой психолог, такой биолог, да, этолог Роберт Фанц. И Роберт Фанц как раз задался целью понять, а вот внимание младенца к человеческому лицу и стремление смотреть в глаза другому человеку, оно у человека врожденное или это быстро приобретается после рождения? И оказалось, что вот в этих экспериментах действительно было показано, что это врождено. Эксперименты были довольно своеобразные, они проводились в родильном отделении. При этом весь персонал взрослый закрывал свои лица, то есть новорожденный не видел человеческих лиц, и младенцам предъявлялись такие маски, такие схематические изображения лица. Просто как бы наиболее яркую такую реакцию можно было получить именно вот на такую маску. При этом маски были разных видов, скажем, принципиально, вот, скажем, 3 вида. Да? Во-первых, пустой овал лица, просто белый, так сказать, вот такой, да, овал. Второй вариант – это овал, наполненный чертами лица, которые, так сказать, каждая черта на своем месте, то есть овал со структурой лица. И третий стимул такой, да, который предъявлялся новорожденным младенцам, это овал лица, заполненный чертами лица вне структуры лица. То есть вот такое, представьте, современное искусство, да, там брови летают в одном месте, нос в другом месте, там глаза и губы по своим каким-то местам, да, то есть структуры лица нет. И оказалось, что новорожденные младенцы еще до того, как они увидели какое бы то ни было лицо взрослого человека живого, они уже склонны к тому, чтобы дольше свое внимание удерживать на вот этом, значит, овале с лицом, да, то есть овале с рисунком, имеющим структуру лица. Это означает, что действительно есть врожденные предпосылки для того, чтобы младенец устанавливал вот этот вот контакт со взрослым человеком, глядя ему в глаза. А мы с вами знаем, что младенцы склонны очень пристально, внимательно, так сказать, смотреть на лицо другого человека. И это, в общем-то, предпосылка для формирования взаимной привязанности, да, и матери к ребенку, и ребенка к матери. Да, и, в общем-то, вот сотрудники, да, вот этих вот родильных отделений, они, конечно, очень хорошо знают эти моменты. В частности, если они видят маму, которая хочет отказаться от своего ребенка, да, они зачастую вот как бы пытаются прибегнуть вот к этому. А ты посмотри ему в глаза, да, ты посмотри на личико. И зачастую там все там, так сказать, происходит таким образом, что вот эта мамочка, она вот действительно передумывает, да, она привязывается к своему малышу. Итак, значит, вот период недифференцированного внимания к взрослому человеку. То есть в этот период младенец готов смотреть на лицо любого человека. Он еще не различает своих и чужих. По мере того, как ребенок взрослеет в семье, вот этот младенчик, да, растет, у него начинается следующий период, который выделяет Джон Болби в формировании привязанности. И это как раз период дифференцированного внимания к человеческому лицу или к взрослому человеку.
И он продолжается примерно до 7-8 месяцев. В это время младенец уже осваивается со своим окружением, он уже начинает смотреть и узнавать своих. И очень хороший, так сказать, тест на то, что уже младенец знает, как свои выглядят, это чужой человек, который появляется в семье. И, в общем-то, все знают, да, что когда это происходит, вот минимум, что происходит с младенцем, это он настораживается и внимательно, осторожно, так сказать, смотрит искоса на чужака, а некоторые дети просто начинают капризничать, отворачиваться, прятаться от этого чужого человека. И это как раз очень четкая, так сказать, четкий признак того, что вот младенец уже понял, почувствовал, запечатлел, так сказать, да, как выглядят люди, родные люди в его, так сказать, близком окружении. Следующий период формирования привязанности это как раз период выраженного поведения привязанности, как его назвал Джон Болби. Он продолжается в среднем до 3-4 лет. И здесь уже, как вы понимаете, да, младенец в конце первого года жизни начинает, ну, как бы быть способным как-то передвигаться, сначала там ползать, потом ходить, и он старается, так сказать, вот следовать за объектом привязанности, за мамочкой, мама на кухню, он туда же, да, так сказать, мама куда-то, он тоже туда. Вот это очень такой важный период, и Болби как раз говорит о том, что мама становится здесь своеобразным островком безопасности, который обеспечивает вот это чувство стабильности, да, чувство защищенности, и как бы с этого островка безопасности можно делать вылазки, познакомиться с кошкой, пойти там в песочницу поиграть, да, с кем-то повзаимодействовать и так далее. Как вдруг что-то произойдет, обратно, значит, вот к маме за защитой, утешением какими-то, какой-то помощью и так далее. Да, вот очень важный вот этот вот выраженный период выраженного поведения привязанности. И, наконец, заключительный период, который выделил Джон Болби, это период партнерских отношений, как он его назвал. В среднем это с 3-4 лет и далее до конца жизни. То есть если все было благополучно на предыдущих периодах развития, то в этом случае ребенок убедился эмоционально в том, что мама человек надежный, она не бросает, она поддерживает, она помогает. Следовательно, ее можно отпускать на какое-то более или менее длительное время. Вот она скажет, например, я пойду сейчас в магазин, ты посиди, порисуй, полепи, я принесу тебе твой любимый фрукт или куплю тебе новую игрушку, и я вернусь вот тогда-то, тогда-то. Ребенок вот на стадии этих партнерских отношений уже может ее отпустить. Не все так благополучно бывает, если развитие по этим периодам шло не вполне, так сказать, по графику, да, не вполне благополучно, тогда могут быть самые разные отклонения, самые разные эксцессы с этим периодом партнерских отношений, и с этим с вами мы будем разбираться на следующих занятиях, а также будем как раз обсуждать то, что связано с депривацией социально-эмоционального развития, со стилями привязанности, то есть то, что имеет очень, так сказать, важное, очень тесное соотношение и с семейным воспитанием, и с пониманием специфики развития детей, прошедших интернатный, так сказать, режим вот, развития и воспитания. И, в общем-то, это уже выход на очень такие серьезные практические вопросы. На этом мы с вами сегодняшний урок заканчиваем. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.